Внимание, начали. Тишина в павильоне, внимание. Свифт. Давайте портрет. Ой, да может быть не этот портрет. Ну почему? Здесь он очень похож. Ну и плохо, что похож. Нам не нужно портретного сходства, у нас не биографический фильм. Музыка! Ну вот, это другое дело. И этот больше похож на Свифта? Да, он был большой выдумщик и любил валять дурака. Совершенно верно. Он любил валять дурака. Исчезли глаза, достаточно. Так. Наезд на карету. Вперед. Так, вышел доктор. Доктор. Осмотрелся. Прекрасно. Все, поехали. Хорошо ехал. Так, здесь он завтракает, осматривается по сторонам, оглядывается по сторонам. Он здесь впервые. Хорошо ехал. Так, сейчас будет Дублин. Съел. Колокол. Эй, господа! Скажи, что случилось? Кто умер? Умер Свифт. Кто? Декан собора Святого Патрика. Как жаль. Когда случилось это? Сегодня, как обычно, в 5 часов. Что значит, как обычно? Ну, как обычно. Ты думаешь, что говоришь, болван? Ах, сударь, вы издалека, наверное, не знаете характера декана. Он очень пунктуальный человек. Во всем порядок, любит аккуратность. И если переходит в мир иной, то ровно в 5, хоть проверяй часы. Мгм. Так жив он? Кто? Свифт. Как жив, когда вам говорят, что умер? Уж и в газетах было извещение. И колокол трезвонит целый час. Да вот он сам идет. Кто? Свифт. Хоть у него спросите. Он слеп? Что вы, сэр? Декан прекрасно видит. Но часто видит все наоборот. Поэтому он надевает маску, чтобы взглядом никого не беспокоить. Простите, сэр. Я доктор Симпсон, направлен к вам из Лондона по просьбе опекунского совета. И вдруг мне эти люди говорят, что вы, простите, умерли. Забавно, забавно. Но, извините, сэр, все это чушь. Игра воображения, которую я постараюсь излечить. Я врач, вот письмо, подтверждающее мои полномочия. Вы кто такие? Мы гости сэра Свифта. Нас в дом его любезно пригласили, чтобы вместе с ним его же помянуть. Так, значит, вы все дармоеды. А как же, сударь? А вы-то разве нет?
Когда на столе не хватает вина, лей, ливень, лей. Когда в голове слишком много ума, лей, ливень, лей. Как только все думы твои и мечты потонут в потоках небесной воды, наступит такая отрада. Не думай, не думай, не думай, не надо. Лей, ливень, лей, мой ветер мой. Лей, ливень, лей, лей проливной. Забудь и не думай о смерти своей. Лей, ливень, лей. Чем путь не короче, тем праздник длинней. Лей, ливень, лей. А кто его знает назначенный срок? И что обещает последний порог? И ждет никакая награда. Не думай, не думай, не думай, не надо. Лей, ливень, лей. Бой, ветер, бой. Лей, ливень, лей. Лей проливной. Лей, ливень, лей. Бой, ветер, бой. Лей, ливень, лей. Лей проливной. Четвертый случай за неделю. Прикажете выкинуть или сохранить для истории? Сохранить. Как вы думаете, Патрик, кто это мог сделать? Кто-то из гостей. Сегодня много гостей. Как обычно, мисс. Кто именно? Великан, люди с летающего острова, потом эти лошади. Гуингмы. Я же объясняла, Патрик, Гуингмы. Простите, мисс Гуинг... Еще мистер, который живет вечно. Мистер Нектон. Он. И лилипут. По дому все время шмыгают лилипуты. Очень мешают работать. Направляйте всех в сад. Я хочу, чтобы мистер Свифт мог спокойно выпить чай. Я им объясняю, но разве они слушают? Заглядывают в окна, лезут в двери. А ведь у лакеев тоже есть нервы. Я это помню, когда плачу вам жалование. Добрый вечер, Патрик. Добрый вечер, сэр. Вас просили пройти в сад. А может быть, сейчас еще утро? Вполне может быть. Просили в сад. Тогда доброе утро. Доброе утро. В сад. А число? Какое сегодня число? 5 октября. А год? Вы спрашивали об этом вчера. А какой год был вчера? Такой же, как и сегодня. 1745. Простите, до Рождества или после? Патрик, вы приготовили чай? Нет, мисс. Пока я приготовил только чашку. Я вас предупреждала, что у нас должен появиться новый доктор. Еще нет, мисс. Ланцелот! Ну что? Ланцелот! Так целый день и будем кричать, да? Так и не остановимся. Здравствуйте. Виделись, что дальше? Я великан Глюм. Мне нужен Ланцелот. Всем нужен Ланцелот. Напомните, кто это? Доблестный рыцарь, смелый и бесстрашный спаситель Англии. Спаситель? Такого, слава богу, еще не было. Очевидно, оно в пути. Так вот, я предупреждаю, у нас должен появиться новый доктор. Извините, мисс, я сейчас очень занят. Предупредите меня потом. Он сказал Ланцелот. Откуда здесь Ланцелот? Мы что же, в Средневековье? Вероятнее всего. Патрик, вы только не сердитесь, но когда человек живет на земле так долго, как я, время спрессовывается, года наслаиваются друг на друга, и иногда я просто не могу понять, в каком мы тысячелетии. Где мы сейчас? Сэр, видите, растет дуб. Вон там, огромный дуб. Побеседуйте с ним, пожалуйста. Он для вас отличный собеседник. Я думаю, ему тоже лет 500. Как, уже 500? Патрик, я помню его еще желудем. Ой! Что я сказал? Патрик, я действительно его помню желудем! Желудем! Я доктор Симпсон. А на тебя, мерзавец, сил уже не осталось. Простите, как вы сказали? Доктор Симпсон. Прошу, доктор, мы вас с нетерпением ожидаем. Ничего не понимаю. Все думали, где же наш доктор? Так, что здесь происходит? Как видите, сумасшедший дом, Что? сэр. Обыкновенный сумасшедший дом. Я так не считаю. Я разбираюсь в этих вопросах. У вас все выглядит как-то иначе. Эти люди не похожи на больных. И у меня такое же подозрение. Жулики и проходимцы. Зачем пускаете? Приказ декана Свифта. Когда он в первый раз умер и огласил свое завещание, весь дом и все его состояние перешло в пользу безумных. Понимаете, сэр, что здесь началось?
Со всей Ирландии к нам сразу же двинулись дармоеды. Так. Великаны, лошади. Так. О, гуингмы с семьями, понимаете? А что самое страшное, лилипут. Кто? Ну, по всему дому все время шмыгают вот такие лилипуты. О, побежал. Мы ходим, как цапли по болоту. Боимся, не дай бог, наступить. А у лакеев тоже есть нервы. Успокойтесь, я наведу здесь порядок. Сколько вам лет? 30, какое это без значения? Предыдущему доктору тоже было 30. Но ушел он от нас с 70. А проработал всего неделю. Прикажете доложить? Знаете, я хотел бы понаблюдать. Браво, сэр. Такой человек был нам необходим. Прошу вас, ваше преподобие. Ваш чай. Доктор еще не появлялся. Появлялся, мисс Ванесса. Я хотел доложить, но доктор не позволил. Он сказал, что вначале хочет осмотреться. Что это значит, Патрик? Вы обязаны выполнять мои распоряжения. Я объяснил это доктору. Но он сказал, что в присутствии доктора распоряжения медсестры уже теряют силу. Вот даже как интересно. Вам не показалось, Патрик, что у доктора глупое лицо? Я бы этого не сказал. Глупое и самодовольное. Во всяком случае, о нем говорят так все, кто его видел. И у декана такое же мнение. Не правда ли, ваше преподобие? Совершенно с вами согласна. Впрочем, раз его кандидатура одобрена опекунским советом, от него многого ждать не приходится. Не правда ли, господин декан? Очень остроумно подмечено. Очень. Осмелюсь заметить, господин декан, что лично на меня новый доктор произвел приятное впечатление. Открытый, уверенный взгляд, волевое лицо. Надеюсь, и слух хороший. Могу быть свободным? Можете. Если не возражаете, сэр, я могла бы начать. Спасибо. Сегодняшняя почта – это в основном отклики на вашу очередную кончину. Газеты признают, что ваш уход из жизни в этом году проходит особенно бурно. Да, господа, я обвиняю Джонатана Свифта в оскорблении религии, политики, законов и нравственности. То есть всех основных ценностей, на которые опирается Британское королевство. Я имею в виду прежде всего его пресловутые приключения Гулливера. Ваше преподобие, вы заигрались. Вы превратили свой дом в балаган. Эти языческие карнавальные шествия порочат ваше имя. Мама, дай мне эту книгу. Нет, мой мальчик, не прикасайся к ней. Это ужасная книга, написанная ужасным человеком в ужасное время. В Дублине отмечаются уличные беспорядки. В связи с этим, выступая в парламенте, депутат Арери заявил, до каких пор декан Свифт будет издеваться над Британией. Он даже выдвинул законопроект, запрещающий вам умирать. Законопроект провалился. Представитель оппозиции заявил, Англия демократическая страна, и если в ней нельзя свободно жить, то уж умирать каждый волен, когда ему заблагорассудится. Джонатан Свифт – это чудовище, которое погубит Ирландию заодно Англию. А почему, собственно, этот человек до сих пор не умер? Он репетирует свою кончину уже 5-й год, но никак не решится на последний шаг. В этом доме ничему нельзя верить, все вранье. Не бывает лилипутов, не бывает великанов. Бывают люди только среднего размера. Не почитал декан за честь вельможных меценатов лезть. Он знался с умным бедняком, но не с богатым дураком. Это что он, сам про себя написал? Кто этот человек? Кто? Кто? Мрачный мизантроп, съедаемый безграничным честолюбием, завистливый и нетерпимый к человеческим слабостям, черствый эгоист, погубивший двух любящих его женщин, сам лишенный любви ко всему, даже к самому себе и собственной славе. Мизантроп, съедаемый безграничным честолюбием, Да, господа, нетерпимый я обвиняю к Джонатана человеческим Свифта в оскорблении религии, политики, законов и нравственности. Письмо из Франции. Один из ваших поклонников передает отзыв Вольтера на ваш памфлет. Великая ирония великого сатирика. Для него сатира была не жанр, а единственная возможность поговорить с этим миром всерьез. Каково ваше мнение, сэр? По-моему, метко и справедливо.
Почему вы закрываете лицо? Зачем прячете глаза? Что за нелепый театр? Бедный Ирландия, ты исповедуешься комедианту. Почему вы закрываете лицо? Зачем прячете глаза? Что за нелепый театр? Ваша совесть нечиста. Ваша совесть нечиста. Подняться к небу — вот работа. Подняться к небу — вот это труд. Подняться к небу — вот работа. Подняться к небу — вот это труд. Сообщение из Манчестера. Здесь в небе астрономы наблюдали странное овальное тело, напоминающее летающий остров. Газета высказывает предположение, что он движется в гости к вам, сэр. Какая глупость. Кругом столько невежества и дикости. Сегодня опять кто-то разбил камнем окно. Мисс Джонсон, будьте любезны, пройдите в сад. Добрый день, сестра. Очень рада вас видеть. Я тоже рада, пройдите в сад. Декан позже выйдет к вам. Я принесла ему цветы. Очень любезно, но цветов в доме более чем достаточно. Это полевые? Более всех декан любил полевые цветы. Вы отвлекаете декана, дорогая Эстер. Вы мешаете ему спокойно выпить чай. Да сколько же можно говорить? Отпустите шторы. Вы их порвете, мисс Джонсон. Ничего, сестра, я сошью вам новые такие голубые в горошек. Они создают радостное настроение. Я знаю ваш вульгарный вкус, дорогая, я вам сочувствую, но помочь ничем не могу. Пройдите в сад, или я крикну слуг, они выпрут вас силой. Что с вами, декан? Ну, извините, я не думала обижать эту женщину. Вы же знаете, мы с симпатией относимся друг к другу. Эстер, вы можете... Вы бледны, вам вредно волноваться, успокойтесь. Это не Стелла, я же объясняла, это одна из ваших истеричных поклонниц. А Стелла умерла давно, много лет назад, вы же знаете. Эта женщина не похожа на Стеллу. А если чуть и похожа, так что же из этого? Я вообще всегда не понимала, как вам могла нравиться женщина с такой внешностью. У вас тонкий вкус, вы великий английский писатель. Как можно об этом забывать? О, простите, сэр. Я отвратительна. Я бестактна. Я сама не понимаю, что говорю. Патрик, он не хочет видеть меня. Патрик, он опять не хочет меня видеть. О, кыш, кыш, проклятые. Целыми днями только и шмыгают. Мерзавцы, ну ничего. Недолго вам всем осталось.
Сладенького захотелось. Кто здесь? Это ты, Рельп? Звучит как анекдот. В доме всего 2 лилипута. Они встречаются на столе, и один другого спрашивает. Это ты? Я спрашиваю, это ты, Рельп? А зачем ты залез туда, Флим? Я хотел пить. Угу. Увидел недопитый чай на столе, и мне захотелось его выпить. А что у тебя за поясом? Фляга. Фляга. Зачем? Почему ты меня допрашиваешь? Потому что ты заврался и не хочешь сказать правду. Ты, Флим, и не собирался пить чай? Ты хотел отнести его Бетти? Ну и что? Ты заврался, Флим. Посторонний мужчина устраивает чаепитие с моей женой. А когда я их ловлю с поличным, они говорят мне, ну и что? Она больна, ей нужен чай с лимоном. Тебя не было. Тем более посторонний мужчина не должен устраивать чаепитие с женщиной, когда мужа нет дома. Она тебя звала? Да. В каком смысле? Она стонала. Это разные вещи, Флим. Зовут кого-то конкретно. А стонут вообще в пространство. Ладно, подвинем сахар. Понастроили посуду. Ну помоги, помоги, помоги! Наклони чуть-чуть. Так. Взяли. Чёртовы англичане! Сколько нормальных людей можно было бы накормить таким куском сахара? Сколько можно было бы сделать конфет, леденцов для девушек? Или, помнишь, у нас выпускались там, ну, такие вкусные, коричневые. Тянучки. Да, а здесь таких не делают. Да нет, я же ничего не говорю. Страна у них действительно развитая. Ну, это да, страна развитая. Дороги тут ровные, потом это дома, кэбы. Это что? Ну, экипажи. Слушай, ты никогда не думал о том, чтобы вернуться? Нет. Может быть, король тебя уже простил? Я же сказал нет. И потом, что значит простил? Это я его не простил, поэтому я не возвращаюсь. С прошлым покончено. И теперь я живу здесь. Я англичанин. И мне здесь нравится. Чего смеешься? Я не смеюсь. Я англичанин. Да, конечно, не кричи. И мне здесь очень нравится. Хорошо, хорошо, ты англичанин. Англичанин. Ха, главное, он меня простил. Ну, извини. Главное, он меня простил. А почему ты не возвращаешься, Флим? Я придумал, как зачерпнуть чай. Нужно, чтобы один встал на другого. Я готов встать внизу, потому что я выше. Ты выше меня. Ну, перестань, всегда считалось, что я выше. Вспомни, в армии и на балах я был в первых парах. А с тех пор прошло много времени. Ну, давай померяемся. Давай, но трудно без арбитра. Пойдем к Бетти. Зачем сюда впутывать Бетти? Какие у тебя туфли? Такие же, как у тебя. Вот сколько раз мы с тобой меряемся, и каждый раз ты ищешь какие-то причины. Хорошо, хорошо, хорошо. Внизу встану я, потому что я сильнее. Становись где хочешь. Но имей в виду, я вынужден буду пройтись по тебе ногами. А что еще-то от тебя можно ожидать? Лилипут несчастный. Я лилипут? Лилипут. Я лилипут? Лилипут. Кто говорит-то? Говорит кто? Это кто же это говорит-то, а? Тоже лилипут. Лилипут. Ты глупый. Да, я тоже лилипут. О, дурак. А я-то все ждал, когда же к тебе вернется чувство юмора? Твое великолепное чувство юмора. Ну ладно, хватит, полезли. Да? А ты меня не уронишь? Не знаю, как пойдет. Давай.
Пошел! Еще! Ух ты! Какая перспектива! Ну что? Что там? Хозяин отпил половину чая. Ну и что? Что теперь? Да, что-нибудь придумаем. Ты поосторожней, а то свалишься, а мне отвечай. Ты за меня не бойся, Рель. Какая перспектива! Незабываемое зрелище, Рель. Когда Бетти выздоровеет, надо будет слазить с ней на буфет. Ух, какой вид отсюда. Знаешь, виден край буфета. И сейчас... Ну хватит болтать-то, слезай. Погоди, пока фляга наполнится. Флим! Можно я задам тебе один вопрос? Ну? Тебе очень нравится моя жена. Ты чего молчишь? Думаю, как ответить. Скажу очень, обидишься ты. Скажу не очень, обидится Бетти. Я скоро уеду от вас, Рель. Куда ты уедешь? Перееду в другой город. Зачем? Надо же как-то со всем этим кончать. Мы скитаемся вместе, только мучаем друг друга. Я уеду. Ты пропадешь один. Найду какое-нибудь занятие. Все-таки я пианист, Рель. Я неплохой пианист. Не говори ерунды. Ты видел здешние инструменты? Каждая клавиша как бревно. Как ты собираешься играть? Ногами, Рель. Я все продумал. Если быстро прыгать с клавиши на клавишу, то получается совсем неплохо. Я уже репетировал. Ну, серьезную вещь, конечно, не сыграть. Но популярные мотивчики звучат неплохо. Перестань, ты серьезный музыкант. Ты не должен опускаться до примитивных мотивчиков. Кто здесь знает, что я серьезный музыкант? Я знаю. Бетти. Вот почему я и хочу от вас уехать. Слушай, не говори ерунды. Унизительно прыгать с клавиши на клавишу точно блоха. Ты человек и не должен терять своего достоинства. Потом ты мой друг, ты любишь мою жену. И главное, мы оттуда. 3 нормальных человека в этой огромной, богом проклятой стране. И нам обязательно надо держаться друг друга. И не бросай нас, Флим! Да, хорошо, Рель. У меня так фантазии. И приходи к нам даже тогда, когда тебя и не зовут. Тебя не зовут, а ты приходи. Спасибо. О, я уронил ботинок. Сейчас. Что это у тебя в ботинке? Я спрашиваю, что у тебя в ботинке? Ну ладно, что ты пристал. Ах ты, сукин сын. Стельки. Пробковые стельки и подтайные каблуки. Бетти! Перестань, дурак. Перестань, ты что? Ну что такое случилось? Ну стельки, ну и что? Бетти! Бетти! Иди сюда! Вот, смотри! У него подтайные каблуки. У него подтайные каблуки. Он мерзавец. Он врун. Замолчи, я не позволю, что при Бетти. Именно, мерзавец. Трижды мерзавец. Именно при Бетти. Я с ним мерился по-честному, а? Бетти, я всегда с ним мерился по-честному. Он негодяй. Он негодяй. Во всех наших спорах он меня обдуривал. И тогда в армии, и на приемах, и перед тобой, Бетти, слышишь? Перестань, ну. Ты мне больше не друг, Флим. Ты
обманул меня! Ты обманул мою жену! Она что, наивная женщина! Я же видел, как она смотрела на тебя восхищенными глазами. Ведь смотрела, ну! Ведь смотрела, ну! Она призналась, слышишь? Она призналась! Она говорила мне, послушай, смотри, Рельк, наш Флим с каждым днем становится все выше и выше! Ах, если бы она знала тогда! Ах, если бы она знала! Я знала. Да, знала! Она знала, потому что видела меня без туфель! Что? Видела! Понимаешь? Видела! Без туфель. Без туфель, значит, без всего. Это правда? Да, правда. Оставь ее в покое, правдолюб несчастный! Любишь правду, так слушай. Мы с Бетти давно любим друг друга. И я хожу в вашу комнату, потому что меня туда зовут! Молчи. Зовут! Да-да, зовут, понимаешь? Зовут! Я убью тебя. Я всегда был выше тебя. И дело тут не в каблуках. Просто я всегда наверху. Вот и сейчас я стою на самом краешке стакана. Подо мной недопитый чай, а мне плевать. Поднимайся ко мне, Бетти. Нет, я покажу тебе луну в чернильнице. Я тебя достану, Флим. Не достанешь, лилипут несчастный. Лилипут! 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 Помогите! Ай! Помогите! Флим! 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 Ну помоги же ему! Постарайся выплыть, Флим! Флим! Не бросай нас, Флим! Ну, пожалуйста! Постарайся! Пожалуйста! Флим! Люди! Спасите его, люди! Люди! Спасите его! Приснился мне печальный сон среди полночной тьмы. Я только помню, что во сне навек расстались мы. И я заплакала во сне, и очень страшно было мне проснуться на заре. Но все равно страшнее всего, когда не снится ничего, не снится ничего, не снится ничего. Заполним историю болезни. Полное имя. Полное имя. Вы можете назвать свое имя, сэр? Я повторяю. Имя полное. Джонатан Свифт. Угу. Через Ф? Что? Я спрашиваю, Свифт пишется через Ф? Разумеется, доктор. Так, год рождения? 1667. Род занятий? Священнослужитель, философ, писатель. Писатель? Наш декан еще и сочиняет? Интересно. Вы шутите, сэр? Я никогда не шучу, особенно во время работы.
Вы не читали книг мистера Свифта? Я вообще не читаю беллетристики. У меня времени едва хватает на специальную литературу. И не слышали о его памфлетах, о знаменитых приключениях Гулливера? Ну, все, как же это? Это вот толстый, который много ест? Это Гаргантюа, сэр, автор Рабле. Гулливер совсем другое. Тогда не помню. Простите, мистер Симпсон, но мне кажется, вы не сможете помочь мистеру Свифту. Лечить художника, не зная его творений, я буду вынуждена обратиться в опекунский совет с просьбой прислать другого доктора. Пишите, сестра. Это ваше право. Но боюсь, что опекунский совет сочтет, что проще заменить сестру. Господи, я же вспомнил. Гулливер, это что-то детское. Книга написана для взрослых, сэр. Вспомнил. Это врач, который побывал в стране лилипутов и еще где-то. Не где-то, а в Лапуту, в Бальнибаре, Лагне, Глабдоп-Дрип и, наконец, в стране Гуингмов. Все это очень серьезные вещи, сэр. Я думаю, нет смысла опошлять их вульгарным пересказом. Гораздо полезнее для вас это прочесть. Теперь декан утомлен, ему неприятен этот разговор. Прошу вас. Прошу вас, доктор, не сердитесь на Ванессу. Она дурно воспитана, но она любит декана. Так это вас радует или огорчает? Неважно. Ванесса помогает мистеру Свифту в его работе. Она ведет переписку. Так вы за ней заступаетесь? Приходится быть к ней снисходительной. Она потеряла голову. Это вы пели под окном? Много лет назад декан был знаком с одной девушкой по имени Ванесса. Он даже ей тогда поэму посвятил. Ванесса решила, что она именно та самая девушка. Какие строчки. Разве можно доверяться поэзии? Когда декан был в ударе, он мог рифмы воспеть даже метлу. Нет, доктор. Он любил другую женщину всю жизнь. Он писал ей письма. Какие письма? Их сохранилось более 1000. Так. Надеюсь, ее звали не вашим именем? Ее он звал Стеллой. Это имя он тоже придумал. Он был большой выдумщик, наш декан. Угу. Так на ком все-таки был женат ваш декан? А он вообще не был женат. В его жизни было 2 женщины, но его нравственные принципы не позволили нанести раны ни одной из них. Так они обе умерли? Да. Одновременно. Почему? А потому что мог жениться на оставшейся. Простите, сэр, не из Ноттингемшира. Да, а что? Я так и подумала. Так они умерли или нет? Я вас спрашиваю. Запомните, сэр, в этом доме умирают все, и не умирает никто. От чертовы лилипуты. А ну шага невозможно Какие шагнуть. Ну прекрати, идем, ну прекрати, ну какие подери, малышка, какие подери, лилипуты, я говорю, подери, прекрати. Какие лилипуты, какие летающие острова? Или они вам приснились в страшном сне? А вам? Что мне? Приснились. Вдвоем, возле стакана чая. Один пианист, другой женатый. Тот, который со стельками, тот выше. Так? Выше как раз тот, который без стелек. Вот. До какого кошмара мы дожили. Здесь всем снятся одинаковые сны. А все он декан Свифт, его. Пагубное влияние. Какое влияние? Он не говорит ни единого слова. Правильно. Он проповедует молча. Даже Самбона, знаете, придет, станет перед прихожанами и молчит. И они молчат. Потом сделает вот это. И все. И, пожалуйста, ирландцам уже не нравится губернатор Ирландии, начинает раздражать нищета, неприятен голод. По-моему, ваш декан морочит всем голову. Совершенно с вами согласен. Он как Гамлет.
Помните, тоже все играл на флейте, а потом разнервничался и перерезал всех вокруг, включая Гильденстерна и Розенкранца. Ну? Не забудьте про Полония. Полонии мне как раз не жалко. А вот эти два парня пострадали ни за что. Простите, я не понял. Это вы о ком? Вы что, не читали Шекспира? Я читаю только специальную литературу, понимаете? Вы великий человек, сэр, не испорченный культурой. Вы наведете здесь порядок. Вот, пожалуйста, пример его пагубного влияния. Знаете, что случится? Сумасшедший великан Глюм хочет сразиться насмерть с рыцарем Ланцелотом. Спрашивает, зачем ему это понадобилось и где ему возьму Ланцелота. Хотите посмотреть? Да. Это такой... Пойдете? Ланцелот! Сейчас я... Тихо, тихо, ну тихо там! Ланцелот! Тихо, тихо, успокойся. Тихо! Ланцелот! Что это человек на ходулях? Так вы считаете... Неужели он на ходулях? Да. Сэр, вы как в воду глядели, он на ходулях. Ну, вы этого, конечно, не знали. Знал, предчувствовал, подозревал, чтобы вот так определить с первого раза, потрясающе. Скажите этому типу на ходулях, что сэр Ланселот прибыл и желает с ним сразиться. Правильно. Сейчас мы проверим, что это за великан. Сейчас будем проверять. Сейчас. Возьмите оружие и доспехи. Не надо. Надо. Решить трубить сигнал? Это не обязательно. Обязательно? Все должно быть как на настоящих турнирах. Да здравствуют традиции недавней старины. На бой выходят рыцари, мечи обнажены. Сигнал трубят герольды, извольте начинать. Посмотрим, как герои умеют умирать. Вперед, милорды, вперед, без страха. Броню доспеха, руби с размаха. Мечом по горлу и копьем в живот. Знакомьтесь, сэр Ланселот, а это Глюм. Великан Глюм. Сэр Ланселот, я рад, что вы приняли мой вызов. Я очень рад, надеюсь, поединок будет честным и бескомпромиссным. Я не люблю глупых шуток. Я пришел драться сюда с великаном, а вы, человек ниже среднего роста, 5 футов, не больше. 5,70. Но я действительно великан. Хотя в это трудно поверить, но это так. Просто я опустился. Каким образом? Я вам могу рассказать. Только покороче. Пожалуйста, если можно, рюмку вина. А? Угу. И никого не пускать. Пьете давно? Это лечение. Лечение. Да. Сэр, я вам могу рассказать все по порядку. Я действительно великан, хотя в это сегодня трудно поверить. Позволь. Просто, да. Другое дело мой отец. Глюм старший. В нем было 200 футов росту. Он был выше Дублинского собора, а это казалось святотатством. Местный епископ требовал, чтобы отец ходил согнувшись. Бедняга так проходил всю жизнь, словно больной радикулитом. Родом он был из Брубдигнега. Это страна великанов, так хорошо описанная деканом Свифтом. Ну, я надеюсь, вы читали об этом. В чем дело? Ну, не отвлекайтесь, сэр. Я вас слушаю. Дальше. Отец попал в Англию во время кораблекрушения. Прожил здесь недолго. Мучительно страдая из-за несоответствия своих размеров с местными масштабами. Где же Патрик, черт побери? Неужели так долго ходить за рюмкой вина? Потише, потише, сэр.
Здесь не пивная. Пришли на поединок, так ведите себя прилично. Ну, извините. Пожалуйста. Ну, тихо, тихо, спокойно. Сейчас начнут. Я говорю, сейчас начнут. Уже разминаются. Так вот, сэр, перед вами несчастнейшее существо, скажу я вам. И несчастье мое состояло в том, что кроме огромного роста, родители наградили меня непомерным мозгом, из-за чего я начал стремительно развиваться. Да. Разговаривать начал 5 дней от роду, причем сразу на нескольких языках. Писать, читать, считать. Стал в колыбели. Курс в гимназии прошел за 3 дня, колледж за месяц. Через год, занимаясь исключительно самообразованием, достиг уровня знаний члена Британской академии. Все это соотечественников стало раздражать. И тут, сэр, я начал расти. Да. Расти не по дням, а по часам. Все поднимался фут за футом над уровнем сограждан. Скоро я уже наблюдал свою землю с птичьего полета. Я видел, сэр, как она прекрасна, как живописны ее холмы и горы. Но я также видел, как ее губят, как леса жгут, как люди убивают друг друга из-за куска земли. У великанов, сэр, к сожалению, все чрезмерно. Зрение, слух, совесть. Каждый выстрел отзывался в моих ушах. Каждая смерть рвала на части мое сердце. Я решил сделать страну счастливой. Мне казалось, я знаю, как помирить всех, в чем смысл бытия. Я пошел к королю. А он меня не принял. Прикажите, сэр, слуге принести еще рюмочку. Мы подходим к печальному моменту. Это уже лишнее. Принесите, Патрик. Я вас слушаю. Наш король Интересный сказал, турнир. неужели в Англии не найдется человека, который бы проучил этого выскочку? Сэр, мне объявили войну. Я бы мог положить всех рыцарей короля одним ударом руки. Да ведь это же были мои соотечественники. Я понял, сильный должен уступить. Пусть, подумал я, погибну, но хоть этим принесу пользу отчизне. Рыцари оказались бездарными. Их кони сбрасывали седаков, стрелы летели мимо. Даже копья не пробивали моих штанов. Король устроил мне встречу и сказал: тогда не валяй дурака, опустись. Стань таким, как все. Это последний, сэр. Все, больше не просить. Спасибо. Пожалуйста. И так я стал уменьшаться. Не спрашивайте меня, сэр, как я это делал, вам это не нужно. Ну, специальная гимнастика, диет, поклоны всякие, приседания. Спускался вниз я как по тропинке, ежедневно приближаясь к уровню сограждан. С головой было труднее, но тут помог алкоголь. Ежедневный трехкратный прием алкоголя, и ты очищаешь свою башку от ненужных знаний и мыслей. Первый год я с трудом забывал все, что усвоил после академии, но тем пошло легче. За месяц я забыл колледж, за неделю гимназию. Философию забыл не то за день, не то за 3, сейчас уже не помню. Историю сутки, потом эту, как ее, господи,
Ну, в общем, ее-то я забыл почти без напряжения часа за два. Но потом вдруг декан Свифт начал, помню, в колокола звонить, там, собирать безумных, ну, и всякие вместе. Я тоже поговорить хотел. Ну, и он там, много, и люди, как говорится, там, всякие, ну, не знаю, жена, смеяться. А мысль-то у меня закралась. Не тряхнуть ли, Глюм, тебя стариной? Не подняться ли снова туда, до облаков? И захотелось мне, сэр, что-то сделать для страны. Как великану в жизни мне не повторится, но, может быть, в смерти. Вот поэтому я и послал к вам вызов. Я очень благодарен вам, что вы отозвались. Я слышал, вы смелый и бесстрашный рыцарь, и не откажетесь сойтись со мной в поединке. К сожалению, это невозможно. Почему? Ну, во-первых, я не испытываю к вам чувства вражды. А во-вторых, я противник дуэлей. Нет, это не дуэль, это турнир. Здесь торжествует смелость, ловкость. Нет, сэр Ланселот. Вы видите, как народ ждет подвига? Люди соскучились по мужественным бойцам. Нам нужны герои. Ваше здоровье. Куда? Нет, Куда? Стоп. Я не Ланселот, я доктор. Доктор Симпсон, хочу вам помочь. Патрик. Я не люблю глупых шуток. Тихо. Можно сказать, что я сумасшедший, вы доктор, но я встану на ходуле, вы возьмете меч, и великан сойдутся в схватке с Ланселотом. Да пусть, вы же трус! Будете хвастать их прошлыми победами, а когда настал час проверить себя в кусты... О, Англия! У тебя не осталось героев! Пошли, Англия! Ну, мил, так не договаривались. Если ваша рука разучилась владеть мечом, то моя не дрогнет. Доктор, его надо поймать. Я сниму грех с вашей души. Тихо. Вам останется только принять аплодисменты. Да здравствует бесстрашный Ланселот! Спокойтесь, доктор. Это несчастный случай, вы здесь ни при чем. Быстро смойте кровь, да уничтожьте улики. Ну. Зачем же уничтожать улики? Дорогой мой, это не кровь, это клюквенный сок. Поднимайтесь, мистер Глюм. Вы слышите меня? Поднимайтесь. Ну! Это не кровь, это клюквенный сок. В чем дело, господин судья? Что это значит? По какому праву? Это частный дом. Извините, мисс, когда в частный дом проникают мошенники, то вслед за ними рано или поздно приходит закон. Это жестоко. Доктор, как вы можете позволять, чтобы наших пациентов... Это актеры. Обыкновенные бродячие актеры. И они будут наказаны по закону. Они превратили этот дом в балаган. Вот, уважаемый декан, как эти люди воспользовались вашим гуманным завещанием. Вы думали облегчить жизнь несчастных, а пригрели шарлатанов. Вот мерзавец, который ввел вас в заблуждение. Вот он. Простите, сэр, я же не думал, что так все получится. Я хотел только добра. Всему виной завещание. Когда сэр Свифт его сочинил, я подумала, что же это будет, если к нам в дом и правда начнут стекаться полоумные. Ведь мы лакеи, они святые угодники. У нас есть нервы. Мерзавец. Правильно, а тут как раз в Дублине и появился этот бродячий театр. Я прихожу к ним и говорю: джентльмены, есть неплохая работа. Вы поселяетесь в доме декана Свифта, мы вас кормим, поем, а вы за это тихо валяете дурака. Простите, сэр, я имею в виду, чтобы они изображали разных смешных человечков, которых насочинял здесь их преподобие. Вот. Какая низость? Низость? Ну, почему? Декан всегда любил шутки. Поначалу все шло хорошо, забавно. Кто прикинется лилипутиком, кто великаном. Все по-доброму. Но потом эти мерзавцы увлеклись. Стали топить друг друга. Полилась кровь. Ха, они взбудоражили весь город. Волнения перекинулись на улицы. Это стало похоже на эпидемию. Что ожидает этих людей? Тюрьма, мисс, самое подходящее для них место. Такое искусство надо беречь и охранять.
Актеры, сэр. Брать с ним можно по-хорошему. Интриги, импровизации. Каждый в душе Гамлет. За все, что происходит в доме, отвечает домоуправительница. Патрик только выполнял мои приказания. О, я ждал этого признания, мисс. Полуграмотный слуга не мог сам додуматься до такого изощренного обмана. Это не обман, я выполняла завещание декана. Вы уволены, мисс Ванесса. Все. Опекунский совет освобождает вас от всех обязанностей. Потрудитесь передать ключи от дома новой сестре. Мисс Эстер Джонсон. Теперь она будет помогать вам по дому. Мы уже знакомы с доктором. Правда, он принимал меня за помешанную. Скорее за актрису. Зато я никогда не заблуждалась на ваш счет. Для актрисы у вас слишком мало таланта для безумной искренности. Впрочем, я рада, что опекунский совет выбрал именно вас. Надеюсь, в то время, пока вы подслушивали здесь под окнами, скажется на вас благотворно. У вас есть ко мне просьбы? Разумеется. Не вешайте здесь занавески с цветочками. Декан не сделает вам замечаний, но будет страдать. Он не выносит пошлости. Хорошо, сестра, я учту вашу просьбу. Вот эти шторы сниму обязательно. Эти доспехи, пистолеты и маски тоже. Патрик, почему вы не записываете? Чем? Меня это не интересует. Я прошу четко выполнять мои указания. Снимите с него наручники, мерзавец, ему лишь не работать. Не работать. Записывайте, Патрик. Записываю. Так, стол передвинуть к шкафу, шкаф к камину. Шкаф к камину. Но камин у нас там. Значит, теперь он будет здесь. Камин. Да. Угу. Сейчас же убрать эти шторы. Я хочу, чтобы декан мог видеть своих актеров. Берем. Актеров сейчас увезут. Нет, господин судья. Разве вы не слышите? Декан просит не увозить сегодня этих людей. Он хочет с ними проститься. Пусть они пробудут здесь до утра. Ведь поминки еще не кончились. Ну хорошо, под вашу ответственность. И никаких представлений. Актеров держать под охраной. Все. Где-то заветная черта, и не уловишь глаза, как безо всякого труда заходит ум за разум. Рыснет сердце то ли кровью, то ли тертою морковью. Ах, поверьте, все равно. Все равно жестокой болью, то ли гневом, то ли любовью наше сердце пронзено. И слезами плачут куклы, и огнем пылают буквы, и взорвался барабан. И пошла погром оваций, перемена декораций. Здравствуй, новый балаган. Слушайтесь, сэр. В этом доме каждый звук — начало мелодии. И каждое зерно здесь должно прорасти. Мог прекратить петь? Ну ладно, они не громко же. Все, спать, спать. Не разрешено никаких представлений. Все, давай, все. Народ тут что-то толпится. Все. Это правильно. Вообще-то жалко. Я у них кое-что смотрел, мне понравилось. Особенно про лилипутов. Это когда один в стакане утоп, что ли? Ну, это ничего, это красиво. И про великана неплохо. Особенно с этим вот умора, который живет вечно. Это который? Который сам себя забыл. Говорит, дубу 500 лет, а я его желудем помню. Он там сидит. Слышь? Ну поди сюда. Ну ладно, ну не трогай ты. Поболтаем только. Покажись. О, какой. Вы меня, джентльмен. Одет как умора. Тебя как зовут-то?
Говорю, зовут тебя как? А? Видите ли, я так давно живу на земле, что уже забыл свое имя, поэтому называйте меня просто Некто. Некто. Слыхал? Сколько ж ты живешь, Некто? Несколько тысяч лет. Несколько, говорит, тысяч. Артисты. Напрасно вы смеетесь, джентльмены. Каждый человек живет на земле несколько тысяч лет или больше. Просто у вас отшибла память. Кстати, вас, сэр, я где-то встречал лет 50 назад. 50? А вот ты врешь. Мне всего-то 35. Это в этой жизни. Ну. В этой, а в той жизни, что была до этой, мы с вами встречались. Я прекрасно помню. Вы стояли на посту на Базарной площади возле городской тюрьмы. Да он и сейчас там стоит. Это Стою. сейчас. А то было тогда, при короле Георгии Первом. Чего? Ну точно вы, я обратил внимание. Рыжие усы ваши, веснушки. Да вы и сами можете вспомнить, если напряжете хоть немножко свой мозг. Ну, как это? Закройте глаза. Сосредоточьтесь особым образом. Я помогу вам. Давайте попробуем. Давайте. Ну. Постарайтесь спокойно, не торопясь, оглядеть всю свою прожитую жизнь. А теперь вспомните. Вот вам 30 лет. Вспоминайте. Вспоминаю. 20, помните? Да, я тогда женился на Поле. Прекрасно. А теперь 10. Помните? В общем, мы жили под Глазго, в деревушке. Не отвлекайтесь, не отвлекайтесь. Сейчас наступает самый ответственный момент. Вот вам 5 лет. Вспоминайте. Чуть-чуть. 4 года. 3. 2. 1. Теперь вы в утробе. Где? В утробе. Вы лежите, свернувшись калачиком. Через вас бежит кровь матери. Вспоминайте. Ну, вспоминайте. И вот вы выходите из этой жизни в прошлую. И вот вы стоите в форме и каске на рыночной площади Дублина, возле городской тюрьмы. Мимо вас проезжают кареты, над вами летают голуби, а вы стоите и глазеете на них. Вспомнил. Слушай, вспомнил. Врешь, клянусь. Стою на рыночной площади. Ну ты там и сейчас стоишь. Ну, То сейчас, а то тогда. Господи, Пресвятая Дева Мария, у меня всегда было такое ощущение, что я жил когда-то прежде. А все люди жили когда-то прежде. Надо только научиться это вспоминать, как проповедовал декан Свифт. Так, тихо, прекратите все. Пошли, Джек. Пошли. Стою на рыночной площади. Ну, точно стоишь, чего тебя разобрало? Пошли. Господин декан, ваш обет молчания затянулся. Вы обязаны вмешаться. Господин Некто, отдыхайте. Ну, отдыхайте. Извините, конечно, что мешаю, но мне хотелось бы еще немного продвинуться вглубь. В каком смысле? Вспомнить прошлую жизнь. Значит так. Мы остановились на том, что я стою возле тюрьмы на рыночной площади, так? Это уже при короле Георгии? Да. Ну и вспоминайте дальше. Потом мне, значит, 30-20, я женюсь на Полли. А в прошлой жизни вы тоже женились на Полли? Получается, что так. Правда, та Поля была немного помоложе, лучше готовила. Отбирала у меня не все деньги. Ну, в общем, она была больше похожа на Кэти, там, одну девчоночку. Ездили мы к родственникам в Манчестер. Не отвлекайтесь. Вспоминайте сосредоточенно. Так. Вот вам 20 лет. Так. И вы женитесь на Полли, похожую на Кэти. Потом вам 10 лет. Потом 5, 4,
3, 2, 1. Вот вы в утробе. Ну, назад. Назад. Ну, еще немного. И вот вы в своей позапрошлой жизни. Это значит, что еще при короле Эдуарде? Да. Понятно. Вспомнил. Что? Стою возле тюрьмы на Рыночной площади. Не путайте. Стою возле тюрьмы, охраняю. Я так и думал. Подождите, что это значит, сэр? Нет смысла вспоминать дальше, Джек. Боюсь, что картина будет одна и та же. Время будет меняться, а вы будете стоять на посту на Рыночной площади. Почему? Очевидно, такова ваша судьба, Джек. Но это очень обидно, сэр. Ну что ж тут поделать? Это очень, сэр, обидно. Я, конечно, предполагал, что в прошлой жизни мне не пришлось быть там каким-нибудь важным лордом или деканом вроде вашего Свифта. Но с другой стороны, за что же так со мной, сэр? Стою, и ничего не меняется. Извините меня, сэр, но я вынужден вмешаться. Такие разговоры опасны. Я боюсь, что все это может плохо кончиться. Здесь что-то не так. Я должен что-то изменить. Ты что, Джек? Не подходить! Я человек по имени Джек Смит. Считаю этих людей невиновными и дарую им свободу. Ты что, рехнулся? Не подходить! Я отпускаю этих людей на свободу. Пусть уезжают, они никому не причинили вреда. Да накажут, олух! Плевать! Это трибунал, Джек, одумайся! Ты сам одумайся! Стой, говорю! Стой! Я говорю, стой! Джек! Джек! Стой! Извини, Джек, но это мой долг. Долг! Тревога! Тревога! Заходите все быстро! Ну вот и все. Все, сэр. Вот. Видите, как просто. Теперь у меня будет все по-другому. Да. Теперь будет все по-другому. Теперь пошел новый отсчет. Теперь пошел новый отсчет. Ну, совсем новый не надо. Полли пусть повторится. И Кэти. Да, конечно, они пусть повторятся. Но финал пусть будет другим. Финал будет другим. Но это кровь. Это кровь! Ну это же кровь!